Привет, ребят! Мы находимся на Кавказе, в городе Железноводск. В этом городе мы никогда не были. И вчера, после того, как отремонтировали машину, приехали сюда, чтобы отдохнуть. Здесь очень красивый парк находится с озером и много детских площадок. Место замечательное и погода прекрасная, потому что наконец-то пришла весна. Все расцветает, распускается, такая салатовая зелень вокруг. В общем, классное место. А еще вчера, подъехав на эту парковку, нам посчастливилось познакомиться с очень интересной женщиной, которая путешествует одна со своим караваном и с четвероногим другом, бульдожкой. Пойдемте, я вас познакомлю с ней. Давайте постучимся к Галине Петровне. Ой, Здравствуйте, привет. Галина Петровна. Какой у вас классный караван. Маленькие, ну, для меня одной как раз годится. Пойдемте пообщаемся Ой, с вами. опа, Очень как не интересно упасть. будет задавать вопросики вам. Расскажите, пожалуйста, очень интересно, как вы вот пришли к покупке каравана, вообще к таким вот путешествиям? Ну, не страшно ли вам было? Как вообще это пришла такая идея? Не, Кто ну если подсказал, вообще может, интересно сказать, то могу рассказать. Это, знаешь, всегда как-то мне нравилось больше работать на природе. Всегда больше нравилось общаться с людьми в неформальной обстановке. Это вот кайфую от этого, по-честному говорю. А желание быть на природе, это, знаете, палатки 3 штуки дома, шатер 2 штуки дома. Потихоньку подкупался, потом, в конце концов, понимаешь, что это не совсем удобно. И с возрастом тяжелее спать в палатках. Хочется комфорта. Да, и хочется больше комфорта. Вот. И пришли, сначала мы начали смотреть по телевизору. Там часто показывают прицепы, автодома. Мне больше склоняюсь к этим, потому что автодом это очень затратно, и за ним требуется технический осмотр. И я живу с собакой, дети уже взрослые, у них свои семьи, и мне не хочется их нагружать лишний раз с проблемами проблемами техническими, чтобы они занимались моим тем же автодомом. Поэтому было решено купить прицеп сначала каплю. В прошлом году уже мы были во многих местах, а потом я уже купила вот этот прицеп полный рост. Небольшой автодомик, где мне комфортно, и я могу встать и зарядку сделать, и потянуться, и быть свободным. А вот для езды с таким прицепом нужна категория? Нет, категория никакая не нужна. Обычная легковая машина. По-моему, категория Б называется. В прошлом году мы ездили куда? С сестрой, она старше меня, лет на несколько. И что поразили, мы первый раз с маркетинг, кстати, поехали. Поехали мы на Азовское море, в кемпер там были, в кемпинге. И потом поехали в Анапу с сестрой. И там так получилось, что там начали к нам подходить молодые люди. Все, одна девушка до сих пор запомнила, когда она сказала: я хочу в старости быть точно так же, куда-то ездить. Я тоже об этом все время думаю. Куда-то ездить, да, куда-то ездить и обязательно знакомиться с новыми местами, с подругами. И прям думаю, вам так завидуем, так завидуем. Я смотрю, думаю, все впереди. В принципе, старость впереди и все остальное тоже. А в прошлом году я ездила в Крым, отдыхала на косе Беляус. Очень нравится Черное море, шикарное море. Да, мы тоже Крым любим. Обожаю, обожаю. В Белоруссии, ребят, я там лет не 20 была. Мне так понравилась Белоруссия. Были ли такие ситуации, в которых нужна была вот мужская помощь? Вот сколько я на 3 года уже езжу, вот. Вонечка, я тебя очень люблю. 3 года где-то уже езжу, и вопросы мужской силы, недостатка как-то ни разу и не было. Ни разу. Ну, как вот колесо. Первый раз, я сейчас объясню. Мне единственный раз встретила колесо, когда подъезжал уже к дому. Прям буквально перед домом, метров, может быть, 500 метров, получается, не доехала. И ушла на вторичную дорогу, и там сразу пробил колесо. Хотя проехала 1002 километра, проехала, вопросов не было. Прям вот перед домом самым. И думаю, так, мне сейчас позвонить сыну, он подъедет. Или мне попробовать самой заменить. Ты знаете, попробовала, заменила, да. Элана открутила, все нормально. Но сыну перед этим позвонила. И не стала его ждать, одела такую жилетку, такая яркая.
чтобы меня не сбила машина. И начинаю менять. Наверное, многие хотели помочь, или это была не трасса? Это не трасса, это рядом была вторичная дорога. И лежу, он минут через 15 прилетел. Мам, да что я сам. Единственный был вопрос, что мне тяжело было откручивать болты. И мне теперь сцена, знаешь, вот такая, знаешь, которая электрическая, аккумуляторная, положил и говорит, вози с собой, если что. Ну, а вообще, если требовалась какая-то, не то, что требовалось, я и могла и сама бы все сделать, но если какая-то ситуация возникает, где требуется мужская сила, ни один мальчик, мужчина или там взрослый человек мужского пола ни один ни разу не прошел мимо. Вот давайте так скажем, ни разу. Я была поражена, где бы я ни была, в кемпинге, даже вот говорю, ну мне тут всего-навсего отцепить и подцепить. Я не люблю отцепливаться, мне это потом цеплять. А потом, ситуация пошла, надо цепиться. Я цепилась, с другой стороны подъезжаю, только ставлю, только начинаю его. Подождите, мы сейчас вам все сделаем. Подождите, сейчас прибегу. Ну да, женщины всегда. Да. Есть люди Но вокруг, на машине конечно. я езжу, давайте так, с 91-го года. И за это время начиная с Запорожца, и «Жигули», и что там еще было, я уже не помню. Последняя была «Шкода». Вот, вопрос не был ни разу. Помогали. Если сама не справилась, помогали. Были ситуации даже, когда ездила детям в армию, возле Москвы слетела машина, КамАЗ остановился, говорит, я ваши... А, Таврия у меня еще была. Я ваши Таврии ничего не понимаю. Давайте я вас довезу, добуксую до станции техобслуживания. Там вам сделают. И он подцепил меня и отвез. Это было мне еще тогда было, знаете, лет 30 назад было. Ну да, это хорошо, что есть добрые люди. Нам тоже многие помогали. Вы выбираете останавливаться в кемпинге или в каких-то вот людных местах, ну, чтобы в плане безопасности это было безопасно? Сейчас объясню, потому что я также пользуюсь программой, если СВВ, OneLife, по-моему. OneLife, да. И вот даже вот в этот раз я приехала в Пятигорск, предположим. Я поехала сначала в городе, там остановка, проверила, стояночка там была, очень хорошая стоянка в центре города, и хорошо освещенная, место свободное, пожалуйста, останавливайтесь. Не хочу. Можно было там останавливаться. Мне было почему-то скучно. Говорю, поеду я, наверное, все-таки в парк, на природу хочу. Сейчас еду. Если меня там что-то не устроит, или я там никого не увижу из тем, там дома или кем-то там, тогда вернусь назад. Потому что одна я еще беспокоюсь останавливаться. Но ребята, вот когда была в Махачкале была, там они ехали из Грузии. Молодой человек вышел, мы просто общаемся. Ну, вот сейчас вы меня общаемся. Я со всеми общаюсь, кто куда ездит, и все. И он говорит, а вы всегда берите с собой вот такой вот спрейчик, да, шпага. Одна, говорит, в кемпере, один в машине, один в кармане постоянно. Такой вот без предохранителя. Называется шпага. Купи, рекомендую. Говорит, всю жизнь один раз пользовался, но тем не менее. На агрессивную собаку еще нет. Но, наверное, приобреду, доеду до дома. На агрессивную собаку, на агрессивных людей, все что угодно. Ну, все-таки, когда одной ты в лесу, немножко страшновато останавливаться. И вот в Беларуси останавливалась, я там была в рощах, в посадках, мне нравилось, там природа красивая была. Но было тревожно. И я всегда думала, а мне надо вот такую тревогу иметь, или я буду останавливаться в центре города, потому что я могу себе это позволить. Давайте так, я никого не напрягаю. Я остановилась. Привет. Я слышала, что все бабушки умеют петь вкусные блины. Ты умеешь? Умею. У меня даже блинная мука есть. Хочешь, мамке твоей дам? Или сама напить? Как ты хочешь? Смотри. А так у меня я даже блинную муку с собой вожу. И сковорода у меня есть, сковородка. С маслом подполним. Как заделаем, будем шикарные блинчики будут. Ну, а скажите, пожалуйста, как вот в плане финансовой составляющей вот российскому пенсионеру не накладно вот такие путешествия? Накладно. совершать? Могу сказать, накладно. И даже накладно больше не то, что там покушать или там очень дорого бензин. И если ты попадаешь на платные дороги, то это просто тоже очень дорого. Поэтому нашим пенсионерам с бензинчиком и с платными дорогами желательно помогать работающим. Ну, да. Это точно. Детям или там как угодно, я не знаю. Но вот для того, чтобы стимулировать, заниматься людей, пенсионеров, жить дальше и вести активный образ жизни, необходимо финансирование, конечно, нужно. Ну, да. Пока я еще трачу те деньги, которые у меня как бы заначки были, но так понимаю, что это
не выход ситуации, уже начинаешь думать, как бы где-то заработать. Но уже в Вы большая возрасте не молодец, хочется. очень отважная вот женщина. Я прям удивилась. Я вот нашла Галину Петровну сначала на Go One Life и увидела. Там, Вот, да, и это давно. удивилась, что вот женщина путешествует одна с собачкой и не боится ничего. Вот. Боюсь, как и все боятся. Но я не одна такая, поверьте. Есть да. помоложе с детками, катаются тоже мамы. Я иногда поражаюсь. Мама садится за руль и будет маленьких детей рядом. Как чисто она? без мужа просто. Да, не всех сейчас с мужьями. Это ж не всем повезло конечно, да. семью свою поддерживать и быть. Всяко бывает в жизни. И таких вот тоже в плане, много. Про ваш прицеп вопрос, да? Что у вас там есть? Ой, прицеп сам рассчитан вроде бы на 3-4 человека, как говорили изначально при покупке. Там нижняя кровать, они потом разбирают, становится небольшое такое сиденье и стол небольшой, кух. Там есть 2 навесные полки для спанья, нижняя Галина кровать. Петровна, это нам в Грузии дали очень вкусный соус. Называется ткемали. Мы вам его подарим. Спасибо большое. Спасибо, радость моя. Иди сюда поцелую. Молодец, спасибо тебе. Спасибо, Владюш. А это Идите сюда, острый, не знаешь? Не, это вот из сливы делают, грузины. Там попробуем. прям домашние. Мы познакомились с одной грузинской семьей, и они там нас всем угощали, и потом с собой еще надо. А вот ваши родственники, дети за вас как бы переживают, как они относятся к тому, что вы там путешествуете? Переживают. Младший вообще, считай, со связи не спускает. Я имею в виду через интернет, просматривает, где я нахожусь, общается каждый день, что докладывала. Жива, здорова. То, что можно в интернете увидеть, да? Да. А его он вообще раньше телефон такой дал привязкой. Там даже иногда я, когда не успевал, я же одна за рулем, мне же нет навигатора, как у вас. Вы раз точку, он за рулем, а вы находите точку. А он мне иногда, когда я еду и поздно, уже не могу остановиться, он меня заставляет: остановись, темно уже, остановись. А дорога, она увлекает, когда ты за рулем едешь, знаете, она прям подтягивает. И он мне иногда точки находит, кидает, и я эту точку потом маршрут прокладываю и езжу. Так что в этом отношении нормально. Старший. А какие у вас еще вот есть желания, куда поехать, что бы хотелось? За границу поехали? За границу сын сказал: мама, я боюсь, если ты поедешь за границу, вдруг что случится, как мы будем там тебе помогать. Вот, он переживает. А по России, я за границей, давай так, по-другому, будучи работающим человеком и зарабатывающим неплохо, я по заграницам поездила в свое время. Каждый отпуск я была за границей. С детьми, как правило, с одним ребенком, с двумя, как получится. Иногда с внуками ездила, поэтому мне за граница, поскольку как бы уже не является чем-то там. Хочу увидеть. Больше хочется природы, да, и больше хочется. Вообще люблю общаться с людьми, я еще раз говорю, в неформальной обстановке. Обожаю людей и смотреть, как они себя ведут, и причем в зависимости от национальности, от воспитания каждого человека. Это очень интересно наблюдать. Что я в этом году? В этом году у меня планы. Много планов. А как получится, сами понимаете, здоровье, погода, финансовое положение, все это оно диктует свое исполнение. Да. Но в этом году у меня хочется поехать на Бунафест. Это будет в Нижнем Новгороде. Значит, встретимся, это будет очень здорово. А Бунафест, потом у меня было желание огромное поехать по Золотому кольцу. Карелия, вот в той стороне. И я хотела бы, знаете, у меня пока стычка интересов есть, как говорится, сошлись планы, и не знаю, какую сторону. Но я разрулюсь. Где-то с июля я хочу поехать на Касупиляус, я хочу в жаркий период времени там отдохнуть в Крыму. А потом сразу оттуда... Да. Но там такая вода, что я не могу. Вот этот фон будет. Не, пожалуйста, люблю я тебя, люблю. Грандиозные планы. Это еще не все. Я еще не все планы озвучила. Вот. А потом хотела поехать на север, на Мурманск, и туда выше, в Белом море. Это вообще кайф. Это летом по-любому. Нет, это надо в августе. В начале августа. Мальчики, я встретилась, кстати, в Махачкала. Нет, в Владикавказе. Во Владикавказе встретила ребята, которые являются гидом там. Потому, он в тот доме был. Он сказал, самый лучший период, когда будут еще белые ночи, и будет период не холодно. А дальше, в конце августа уже будет холодать. И тут еще, по-моему, наверное, пойдут всякие морожки, ягодки лесные, северные. Но он рекомендовал именно в начале августа. Вот мне, получается, в июле в Крыму, а потом надо уже ехать на север. Отличные планы, классные, грандиозные.
Пусть у вас все Ты знаешь, сбудется. а еще я вообще рекомендую съездить желающим по Беларуси. Ну, это кайф. Мы хотим, мы везде хотим тоже. По всей России хочется. Россия тоже большая, много красивых мест. Не Хочется знаю, везде. я что-то Беларусь, она меня поразила. По-честному говорю, она меня прям... Потом мне в этом году я в Калмыкию с удовольствием, людей видела с удовольствием, общалась с ними. Столько тепла, столько вот желания. Ну, не знаю. Мы едем всегда, когда ты едешь один, ты всегда немножко насторожен. С теми людьми, с которыми ты общаешься, с теми, кто тебя встречает, и где ты находишься. А здесь она располагает, такие мягкие, такое прям вот это вот хочется. Ой, Гостеприимные. как с вами хорошо. А с ними общаешься, ты понимаешь, что они такие же, как и ты. Понимаешь, не хуже, не лучше, а вот такие же, вот такие, вот так же с тобой общаются. Если ты с ними общаешься, они с тобой общаются. Главное, заговори, начни с ними разговаривать, и ты поймешь, насколько это интересно. Галина Петровна, скажите, пожалуйста, что бы вы могли посоветовать вот людям в возрасте, которые боятся путешествовать? Не, ну бояться, давай так, в возрасте, когда становишься пенсионером, как-то жизнь немножко как бы затухает. Ты, получается, ты на работу уже не надо идти, у тебя дети, какие-то... Ты больше уделяешь внимание своим внукам, детям, и это иногда их даже раздражает. Это надо понимать взрослым человеку, а чтобы не киснуть на диване лежать лежа, я бы так сказала, поднимайте свой задик все, покупайте прицепик, нет денежек, возьмите в аренду. Желательно, конечно, чтобы человек водил за рулем был, мужчина или там женщина. И ездить по стране, это же так интересно, так познавательно, так много увидеть можно такого, чего я даже и не ожидал. Это какая-то другая часть жизни, которая интересна, и которую я хотела бы пожелать всем. Я говорю, наши предки осваивали землю, дошли до самой Камчатки, даже дальше, до Аляски, и туда, и туда, туда, туда. Но представляете, сколько? Пешим ходом. Не было у них такого транспорта, как сейчас. Не было, но они дошли. А почему мы-то не можем посмотреть на те земли, которые были освоены, были наши предки видели? Почему мы не можем их увидеть? А мне кажется, вот, что людей очень расхолаживает комфорт. Сейчас столько всего вот есть, столько, вокруг комфорт, все есть. Доставки, еды, там вот это вот все, и хорошие условия жизни. Поэтому, мне кажется, люди из-за этого еще боятся из них вылезать. Я поняла, но представьте себе, комфорт. Вы же едете либо на автодоме, либо на прицепе с чем-то. Ваните, разверните, вот посмотрите, вот мой прицеп. Это мой комфорт. Ну да, отлично. Это комфорт. Я шла, у меня есть постель постелена. Сварить я могу, холодильник там есть. Это я, может, не говорила, но холодильник там есть. Да. Там все есть необходимое. Комфорт есть. Это не палатка у тебя поставил там в лесу, и мошки меня заели. Нет. Это комфорт. Вы берите его с собой, комфорт, и едьте. И смотрите вокруг, радуйтесь тому, что есть. И детям будет интересно. И вы будете детям, даже внукам будете интересны, потому что они знают, что вы что-то видели, и что-то новенькое они от вас почерпнут. Не знаю, я даже говорю, Миша, поедешь со мной? Это сын? Это внук. Это младший внук, ему 6 лет, по-моему, 6 или 7, не помню. Ну, в общем, в этом возрасте 6-7 лет где-то, может, в середине. Возможно, он с родителями хочет. Хорошо, говорю, когда будете свободны, возьмете и поедете. И это, я не знаю, я от этого, я получаю огромное удовольствие от таких путешествий, и ни с чем не могу это сравнить. Классно, вы просто пример для подражания. Спасибо вам большое, Галина Петровна, за разговор. Очень было интересно послушать ваш опыт. И я очень надеюсь, что кого-то, может быть, из наших зрителей замотивируете вы своим примером, и люди будут более легки на подъем. А мы сейчас собираемся продолжить путь. Какое-то время, наверное, поедем вместе с Галиной Петровной, потому что нам по пути. Мы возвращаемся домой. А я в Липецк. Галина Петровна, кстати, из Липецка, да, мы не сказали. Я в Липецк, да. Она едет в Липецк. Мы в Подмосковье. Но это еще ни о чем не говорит. Мы можем ехать вместе, можем разъехаться, потому что люди, которые на колеске могут самостоятельно передвигаться, они хотят иметь независимость ни от чего. Вот ото всего в этом мире. Это хочу, точно. Поеду, хочу, остановлю, хочу пирожок куплю, хочу, мимо проеду. Да, абсолютно согласна с вами. Независимость – это все. Классно. Удачи вам, и пусть у вас все ваши задумки сбудутся. Все И путешествия вам состоятся. всего хорошего, Спасибо вашим большое. деткам и вам. Спасибо большое. Хорошо.
Понял. Зайдем в магазин. Доброе утро, мы в Армавире. Сейчас хотим поехать до Каменшахтинского. Там есть какой-то детский парк. Хороший пес. Галина Петровна, доброе утро. У вас доброе. какие планы сегодня? Мы хотим до Каменшахтинска поехать, там парк вот этот, который вы Лаган, говорите. рекомендую, езжайте. А я потихонечку там как-нибудь Ага, уже. я понял. Вы прямо сейчас и поедете? Нет, Ну еще? да, думаем сейчас, чтобы успеть погулять Там, сегодня. по-моему, километров 400. Ну да, около того, да. Я там уже была, но могу подъехать. Там, знаете, как получается? Вы поедете в парк, там очень большая парковка будет. Угу, Но там ночевать не разрешают. угу, Вы, когда посмотрите спокойненько, отъедете чуть-чуть, прям в этом же, прям, Мгм. вы чуть-чуть завернете, там трансформаторная какая-то подстанция такая стоит, Мгм. полочка. И там место полно. И в самом поселке, ну, в самом этом, станице там называют. И он может спокойно там переночевать. понял. Хорошо, Галина Там Петровна. и травка кругом будет, и никому Ну не это, мешает, никто все не равно мешает. одним путем едем еще. Да, Встретимся. Да. Я просто сейчас немножко потянусь чуть-чуть, а потом потихоньку соображу, как... Малыши, заводим машину, прогреваем, да? До парка ехать 4 или 5 часов нам. Да какого? Да мама там парк какой-то с Галиной Петровной большой знают. Машина у нас практически не дымит, но чуть-чуть на холодную поддымливает, потом перестает. Мы выезжаем из Армавира. Не надо, не надо. Маша хочет поскорее добраться до Москвы. Вчера нас гаишники еще останавливали. Хотели оштрафовать из-за того, что у нас категория С нет тахографа. Но в итоге отпустили. он меряет? Сколько часов ты едешь за рулем? Прикольно. Километраж там. Ребят, у нас уже сегодня на дворе 14 апреля. До этого было несколько дней очень холодных, но везде, и в Москве, и везде. Было какое-то аномальное похолодание. Здесь вот на Кавказе тоже было всего плюс 4, плюс 5. Ночью там до минуса опускалась температура. Ну а сейчас погода начинает налаживаться. И обещают теперь, наоборот, аномальное потепление. Надеемся, что уже завтра будет хорошая теплая погода. Сейчас тоже солнышко, но вроде как еще прохладно. Надо ехать на север, значит, Маша. Я не люблю жару, я люблю холод. Так жара еще не скоро, что Давай ты переживаешь? поедем в Мурманск. Теребург. Жара еще не скоро, не переживай. Сейчас будет хорошая уезжать отсюда. теплая погода, как в Турции. Как зимой у нас была, сейчас такая же будет здесь. Мы уже, получается, в таком температурном режиме будем находиться 5-й месяц. Но это на самом деле для меня так самое оптимальное, вот когда градусов 20-25. Дальше уже слишком жарко, меньше уже холодновато. Едем по городу Армавир. Вчера его полностью пересекли, как бы там через весь город проехали первый раз в жизни. Все время как бы объездными путями проезжаем. И я даже не думала, что он такой, как бы, думала, что он какой-то маленький совсем, как поселочек. А оказалось такой приличный, хороший городок, приятный. Мы ночевали возле парка на парковке, думали там погулять, но что-то как парк нам не приглянулся, и поэтому сейчас едем дальше. В парк, который нам советовала Галина Петровна. Находится он в Каменно-Шахтинске, как он называется правильно, Каменно-Шахтинском. Ехать нам до туда 6 часов, будем там к вечеру. Остановились на местной заправке Армавирской. Нужно газ залить, и бытового нет газа, и на двигатель. Цены, конечно, очень радуют. И радует, что можно изъясняться по-русски. Пошел, да? Да, все, вон, пошел. Сейчас 7 литров. Литров 20, не? Думаю, да. Около 20 литров.
Сейчас газ сколько у нас стоит? 29 рублей, да, за литр? 29. Ну, сейчас будет дешеветь, он летом же всегда дешевле становится. Обычно до 23 доходит где-то. Везде 29,50, у нас 29 уже в нашем районе. Ага. А бензин что, подорожал, да, уже 60? Ну да, 95. чуть-чуть поднялся. Мы просто 4 месяца вот уехали в Турцию, ездили на нем. По-моему, был 55, когда уезжали, 56. Ну, да, А поднялся. в Турции знаете, сколько стоит бензин? 150 рублей за литр. Детишки у нас из кровати сразу в путь в пижамах отправляются дальше. Да, малыши, классно? Вышел с кровати, уже едешь куда-то, везут тебя. А расскажите, пожалуйста, вы вообще как хотите возвращаться в Москву, обратно домой? Мы еще больше хотим, больше всего в Москву. Да? А почему? Соскучились? Почему там? По бабушкам, по муфам, по дедушкам, по севам живым. Сева и Муф — это кошка и собака у бабушки. По мышкам, по Мышка — это кошка у другой бабушки. Соскучились очень по питомцам своим, да, знакомым, по родственникам. Ну, еще несколько дней и приедем. Сколько дней должно пройти? Думаю, 2 или 3. Смотря, где мы еще остановимся и как быстро будем ехать. Вообще, конечно, очень радует, что после всех наших таких вот длительных отсутствий, зимовок, мы возвращаемся в родной край, в родную местность именно вот в хорошую погоду. Всегда это происходит в середине апреля. Вот, я вообще очень люблю время года, весну и осень, потому что они несут в себе какие-то перемены. Вот меняется как природа, погода. И такое ощущение, что и в жизни тоже будет что-то меняться к лучшему. Ну а вообще, конечно, такие двоякие чувства, когда после долгого отсутствия возвращаешься к себе домой. Как бы с одной стороны ты скучаешь по всем там родственникам, друзьям, хочется всех увидеть, пообщаться, поделиться своими впечатлениями. А с другой стороны чувствую, что, конечно, сразу навалятся там разные дела, нужно будет решать разные вопросы. И вот это немножечко тревожно. А ты что думаешь? Хочется тебе домой? Мне не хочется, Маша. Ну, может, на недельку максимум. Маша, попончик через 11 километров. Маша. Я не люблю пончики. Пончики сахарные, Я не люблю. масляные. Я не люблю, терпеть не могу пончики. Причем здесь Маша? Пончиком любимым, а? Я не люблю пончики, если бы я их любила. чебуреки? Я люблю только что испеченный, вкусный, свежий батон, например. Или слойку с ветчиной и сыром. А вот пончики не хочется. А еще ты теперь очень сильно любишь авокадо. Авокадо, да. Авокадо, кстати, я никогда в жизни не думала, что я когда-нибудь полюблю авокадо. Я его пробовала, кстати, всего, наверное, пару раз в жизни до этого, и оно мне не понравилось. А знаешь, почему ты его распробовала в Турции? Потому что там нечего кушать. Потому что он копейки там стоит. Да, он дешевый, вкусный, очень спелый, и очень прикольно там с каким-нибудь в какой-нибудь ролл его заворачиваешь, чуть-чуть остренького соуса капаешь, солишь, и очень вкусно вместо, не знаю даже с чем сравнить. Но теперь я его очень люблю, и мы даже здесь вот в Магните вчера купили. Еще у нас за время поездки вообще облез руль весь. Такой некачественный какой-то материал, дермантин, чем он обшит, я не знаю. Да, мебель тоже там полезла у нас вся. Кресло тоже так же облазит. Я хочу, Маш, роль сделать прям натуральную кожу коричневую перешить. Чтобы прям натуральная кожа была, будет очень приятно и классно выглядеть. Но мебель-то пусть она такая будет, дети все равно все убьют, пока у нас смысла нет. А руль это папа аккуратный, своими нежными, аккуратными папиными руками держит. Его точно надо сделать дорогим. Кстати, там в комментариях нам одна женщина писала, типа, а что вы все время без наличных денег? А это вот в России, Россия нас так приучила, потому что в России вот наличка вообще практически нигде не нужна, ну, по большому счету, да? Ну да, как бы женщина права, и наличку все равно надо на всякий пожарный иметь. Просто мы почему ее не имеем, потому что для нас, особенно там вот за границей, это была целая история, подъехать на огромном крокодиле на какую-то улицу, где есть банкомат специально, и снимать деньги, поэтому, еще и с детьми, как бы там, или где-то пешком идти далеко с детьми до этого банкомата, наверное, поэтому мы... Ну, плюс еще комиссия там. И комиссия, да, за снятие. за снятие. Большая, с грузинской карты.
КамАЗы идут и идут, по-моему, 4. 430 рублей, Маш. Ну не дешево, нифига. Какой класс? Третий? Третий класс посчитали. Я не знаю. Там вот когда табло есть перед въездом, там написано. Я помню, что мы когда ехали в Абхазию на точно таком же Форде, только не автодоме, а просто фургоне, там нас измеряли на каждом пункте. То там на одном пункте читали первый класс, на другом второй, всегда спорный вопрос был. Но здесь, конечно, спорного вопроса нет. Я тоже очень люблю рулить, очень у меня опыт хороший в этом деле. За рулем этой машины стрёмно, так как остановить могут, так, в принципе, и могу ехать и на ней. А раньше, когда давно, еще до встречи с Герой, у меня была маленькая хондочка, синенькая, Honda Civic, купе. И я ее очень-очень сильно любила. Это самая такая моя была машина душевная. Я тогда работала и вот на нее накопила там, купила и стала активно как раз ездить. Включите, пожалуйста, музыку. Включим, садись. Остановились мы в полях, тут Маша хочет кормить детей, детишки голодные. Дети, вы голодные? Они никогда не голодные. Нет, нет. Сейчас покормим и двинемся дальше в путь. Ну и, конечно, прекраснейшие, только распускающиеся листики на деревьях. Туда мы ехали, убегали от зимы, а в этот раз едем, догоняем весну, которая только-только прямо вместе с нами приходит в эти края. А что сегодня у нас на обед? Вкусные котлетки на обед. С А, макаронами. ну да, выпускайте нас на волю. Любишь котлеты? На волю одевайте тапки и идите. Ой, убегаем. Убегаем. Звонок убегаем. А что там интересного-то в поле, Влада? Да ничего. Красивая травка. Травка зеленая. Блин, я чем-то испачкалась. Грязнули, Маш, всю одежду перепачкала. Мама, где Да здесь надо костюм одевать рабочий и все время в нем ходить. Как тебе понравились очки египетские, которые я купил за $3? Хороший. Кого вы там нашли в поле? Боже, коровку. Ну-ка, Влад, покажи. Ой, какая красивая. Ладно, давайте мы ее... Вы ее не мучайте лучше, идите в травку посадите. И по дороге не бегайте, здесь иногда могут машины ехать. Идите в травку туда. Вот так вот надо готовить обед и наблюдать в окно за детишками. Владюш, вот вы вернулись на родину, в Россию. Вы что-нибудь чувствуете? Чувствуем все, конечно. Что вы чувствуете? Чувствуем. Чем отличается родина от другой страны? Тут нормально, тут не так жарко. Так нигде вроде жарко не было особо. Так мы ничего не чувствуем. Родина это что? Вот объясни мне, что это такое для человека? Страна. Ну, страны Просто страна? все одинаковые. Ну а родина это какая страна? Россия. Ну это понятно, а какая страна вот для человека? Почему она называется родина? Кто родился в Турции, для него родина это какая страна? Турция. Правильно. А кто родился? У меня палец зажался. Палец зажался. Тихо, тихо. Значит, если мы родились в России, значит
Значит, наша страна там. Ну, вот здесь сейчас делают. Так не важно, в каком городе? Ну, не важно по большому счету, да. Но везде есть свои традиции, свои какие-то нюансы. И свои, да. Влада, а ты ж хочешь что-нибудь сказать, кто нас смотрит людям? О, кто нас смотрит? Многие люди, а я не знаю, как их зовут иногда. Хочешь им что-нибудь сказать, они увидят это? А может, пожелать, что ты хочешь. Может, Слава, я не знаю, что конфеты. Я вот хочу спросить, в какой они стране живут. Мама, Слава, ест пластилин. Слава, какой пластилин ты ешь? Интересно. Я не ем. Пишите в комментариях, в какой вы живете стране. Это интересно. А почему Слава не разделалась у нас? Мама, а ты почему все макароны в раковину вылила? Я не выливала макароны. Я же видел, что у тебя все макароны в раковину упали. Всякое бывает. Ой, что это у меня с лапами? Почернели давно. Да, надо вам, конечно, на педикюр сходить, Влада. Что-то вы как хоббиты у меня. Еще на стол грязные ноги. Я не хобби никакой. Спасибо даже. Ну что? Что готовишь нам вкусно очень. Здоровье. Вы, главное, кушаете хорошо, и маме будет очень приятно. С папой. А как вы отблагодарите маму за то, что она вот такую еду вам готовит? Ну, пару маме еще. Мы пока не знаем. А тут не надо думать, надо просто съесть всю еду. Поставь кетчуп, не бойся. Так Просто покушай хорошо. И все. Когда мы наедаемся, И мама будет рада Лучше сидеть сытый. благодарность. А после этого вы получите вкуснейший мармелад. видео выключается. Дети, вы что с папой-то делаете? Вот что они вот так все время, всю дорогу. Влада, что вы творите с папочкой? Ну отпустите, ему ехать еще. Ему ехать еще долго. Пожалеете папу. И ложитесь все спать на тихий час. Или я не отпущу. Никакие ультиматумы я не принимаю. Я говорю, что надо спать лечь. Синчик проснулся, да? Хорошо поспал. В Москву еще не скоро. Мы сегодня приедем в парк хороший очень. В городе. По пути. Чего? Проснулись котики, спали хорошо. У нас все проснулись, а Владен дрыхнет. И в ус не дует. Он как сладко спит. Больше всех орала на меня, что я ее прошу поспать. Сопротивлялась дольше всех. Теперь он как спит сладко. Машуль, пока мы с тобой стоим в пробке и рассуждаем, какие сиденья нам поставить в автодом от Range Rover или от BMW, давай отвлечемся немного и поговорим с тобой. Вот нам выезжать на Байкал с тобой скоро. Ну это вообще не решено еще ничего. Какой Байкал? Ну как это не решено через У месяц? нас слишком много дел. Ну дела не всегда есть, а Байкал он... Байкал никуда не убежит, он может подождать до следующего лета. А мы на автодоме можем путешествовать куда-то весь год, не знаю, там на неделю, на 2 недели есть. Ну, я люблю эпичные путешествия. Ну вот эпичное, не эпичное, что ли? Чтобы путешествие оказалось таким вот, предвкушать его надо, ждать. А вот так просто из одного путешествия сразу в другое, я считаю, что теряется романтика вся. Ну, именно длительные, я имею в виду. Так-то, конечно, можно путешествовать куда угодно. Так, здесь авария, оказывается, может, была. Из-за этого стояли. Блин, столько простояли времени. Ну, вроде ничего страшного не случилось. Просто колесо у человека отвалилось. Он тащит колесо. Ой, ничего себе. Все живы. Отвалилось, что ли, да, колесо? Кокоречь это, конечно, вкусно, но не для нас.
Турки любят кокоречь. Жареные кишки барана с булочкой. А мы любим вот такую вот селедочку с хлебушком. Только лука не хватает. Очень вкусно. Но мы, правда, искали под шубой селедку, и мы ее ищем ее с Пятигорска, заходя в столовые, и что-то никак не можем на нее попасть. Поэтому вот так приходится кушать. Очень я люблю вот такое предзакатное солнышко. Очень в нем все красиво как-то выглядит. Вот спряталась за горой. Влад, что ты там из туалета кричишь? Потому что папа у нас ручку так сделал, что никто из туалета не может выйти. И никто не может... Ну, ты жаловалась, что дверь открывается постоянно на ходу. Не открывается и не закрывается. Вот папа ремонтирует. Вот. Что, застряла в туалете, Владюш? Сильно воняет. Воняет. Чего? Славян, а ты что ноешь? Что случилось? Расскажи. А? Влад, сюда носки давай. Чего случилось? Кто расскажет? Что случилось? Положи собаку. Ее собака не отвечала, что наши собаки говорили с ней, собакой говорили, иди с нами дружи, а ее собака просто не отвечала, а потом она стала жаловаться, что наши собаки с ней не дружат. Они хотели дружить. Так это собаки поругались. Собаки же поругались, а не вы. Должна ныть-то. Скулить. Собака, как собака. Скули как по собачьи. Собака как будто скулит. А мы с вами, детишки, приехали в огромный парк, я не помню, как называется. Лого. В городе какой он? Каменношахтинск. Проехали мы сегодня с вами практически 400 километров от самого города... Какого? Армавир. Да, да я же плохо с памятью, сама знаешь. Чего ты меня бьешь, Слава? Дай 5. Давай не хулиганите, ладно? А до Москвы еще 970 км. Я не хочу, давай развернемся, поедем обратно. Не получится. Нет, Давай. стоп, а этот парк аттракционов? Я не знаю, здесь не был. Ладно, давайте одеваемся и выходим. Влад, вы можете со Славой разобраться? Она ноет и ноет. Она сама к нам только что не подходила, только что звала. Слава, выходи. Давайте разберитесь, обнимитесь, что-то там. Иди к нам. Давайте весело в парк сходим, без нытья. Давайте будет весело. Слав. Вот люди будут смотреть вот это вот, и как ты думаешь, им понравится нытье твое? Стали мы на парковке для автобусов, охранник сюда нас сопроводил. Хотя парковка вся пустая абсолютно. И сказал, что ночевать здесь нельзя. Поэтому мы сейчас прогуляемся по парку час, а потом поедем куда-то в другое место неподалеку, чтобы встать переночевать. Ну что, мы пойдем в парк или нет? Или... Теперь у нас Яся забастовку устраивает. Яся, а ну пойдем, закроется парк сейчас. Возвращаемся спать, время 9. Парк 1 час еще работает. Иди, вы мерите связи все сейчас. Мы идем. Не успеем иначе никак. Ну что, ты решил выгрузить весь автомобиль? Спасибо тебе, Маш, что нам вместо того, чтобы погулять в парк, надо сейчас все выгружать. И вот через этот задний проход автодома залезать за ключами, которые ты заперла в машине. А знаешь, почему я их заперла в машине? То, что ты никогда не думаешь о том, что нужно взять с собой кошелек. Я возвращалась специально в машину за кошельком, поэтому так получилось. Он точно не так? Смешно? Хорошо, что есть способ такой залезть. Папа, И, кстати, плохо, что ты не закрываешь этот способ, потому что может кто угодно залезть в машину. Я могу залезть, чего вы? Видите, папа у нас как любит Влада, пролезать иди пролезай. тоннель.
Авчи готов! Давай, Авчи, на помощь пришел Авчи. Авчи идет на... Нет, только один человек, нельзя. Нельзя, там застрянешь все вместе. Только она сейчас дверь нам откроет просто, и мы возьмем ключи. Мама, они что, очень... Вы забыли их дома? Ключи мы забыли, да, и вот в машину только вот... Хорошо, что такой есть способ попасть. Давай. Дверь открывай. А у вас тут туннель? Залезла? О, видишь, как быстро, всего за 5 минут. И не надо было даже панику устраивать. Что ты мне говоришь? Одевай чисто все, чтобы было не мягко. Как будто я закрываю ключи каждый день. Это случилось первый раз за 4 месяца. И то из-за того, что ты не взял кошелек, как Шапка всегда. нужна тебе? И я, как всегда, возвращаюсь за твоими вещами, Шапка которые ты дагестанская забываешь. нужна? Шапка вот не нужна, можешь ее подарить кому-нибудь. Тебе, может, еще к тебе идет, давай одень. Я хочу. Да. Одевай. Лучше бы шапку закрыли в машине. Да, буду. Ау, мой пёсик. Это мама. Очень красиво. Хорошо, что я вот эти вот не закрыл. Жаль. Так наоборот плохо. Ты говоришь, Чего? ну сейчас хорошо, но в целом вот так легко можно попасть туда. И ты еще говоришь Ну, я так не охраннику, что закрываю. я не буду вставать, где темно, то вдруг кто залезет. Я-то их не Сам закрываю залез. тогда, когда мы в машине едем куда-то, что-то. Так-то я бы закрыл, если где-то ставили. В смысле? Ну мы сейчас уходим. Вот видишь, всему сейчас миру покажет способ залезть в наш автодом. Чего? Всему миру сейчас покажет способ залезть в наш автодом беспроигрышный. Ну а вдруг будет закрыто сзади? Наконец-то эти родители разобрались, сами себе проблем наделали, и наконец-то нас в парк отвели. Только с радостью. Давай, Маш, говори с радостью. Я так счастлива и рада, что у нас не закрылась машина, что был люк у нас спрятанный там. В общем, мы сегодня просто решили погулять, чуть-чуть, потому что уже времени много. Парк, правда, работает аж до 12 ночи, до 12 мы гулять не будем, сейчас уже почти 9. Часик погуляем и пойдем спать. А завтра придем и уже поснимаем, что здесь интересно, вам расскажем. А сейчас просто такую зарисовочку под музыку красивую снимем, как парк выглядит в темное время суток.